Естественно, если ты будешь знать знаки, те, которым 1000 лет, ты будешь знать и те знаки, которые тебе по жизни приходят во сне, наяву, при встрече людей, при названии фирмы. Это те мелочи, которые выстраивают твою жизнь. У матушек, как вы знаете, есть духи, пособники, друзья и недруги подземного мира. То есть то, что сейчас мы видим на СВО, то есть этот Кощей, который проснулся, он бессмертный, но, к сожалению, надо его всегда загонять на место. Чем мы занимались? Такие наши сказочные герои, как Баба Яга, которая стоит на стреме между миром Яви и миром Нави. А здесь Старая Ладога, заходим тихо, потому что Баба Яга ночью работает, а днем спит. Так что заходим, навестим ее, посмотрим, как она живет. Незабываемые впечатления получают, когда приходят и видят, что Баба Яга спит. Мы им поясняем, что в этой печи не жарить она их хотела, а были методы лечения такие. Когда мы были в Средней Азии, изучали древние культуры зороастрийцев, то есть этот Ориент нас заполнил тем, что там есть тоже такие символические вот деревья зарока, где человек завязывает, например, веревочку. Вот здесь пришел человек, положил туда бутылку водки и завязал. Если на сухих деревьях в древних традициях завязывают узелки на то, чтобы что-то не случилось, или, можно сказать так, усохло, а здесь на процветание, то есть на живом дереве завязывают люди, традиции такие, завязывают что-то, свои желания на оздоровление, на свадьбу, на какие-то такие вещи, которые должны произрастать. Ну и наши художники замечательные иногда в древней литературе, иллюстрациях как раз и изображали черепа. То есть это охрана от злых духов. Потому и некоторые алтари сделаны с учетом древние алтари, я имею в виду, костями для того, чтобы отпугнуть злых духов. Ну и в древности, когда разрабатывали поле, по углам ставили черепа. Ну, в общем-то, это осталось, но иногда и просеивали еще коноплей или другими культурами от всевозможных там насекомых. Ну, а здесь мы сейчас пройдем к Сеннику. Это старый дом, ему уже больше века, вероятно. На этом фундаменте были дома построены еще позже. Ну, на картах это все отражено, можно поинтересоваться и более точную дату установить. Пожалуйста, проходите. Это сенник здесь проживает. С удовольствием его посещают, потому что у сенника всегда должен быть порядок. Животные должны быть накормлены. И сенник всегда находится в сухом, хорошем месте и охраняет качество сена. Здесь у нас проходит ночь музея. Как раз сюда приехали австрийцы и поспали здесь, и увидели вещий сон. Ну, как вы знаете, девицы иногда загадывают своего жениха. И получается очень даже неплохо. Явись ко мне тоже наряженный. Так сказать, загадывают, какого именно жениха она хотела бы видеть. Так что у той макоши, которые у нас на древних кокошниках на русских женщинах были, как раз рога такие есть, да? Вот именно от того, что кормилица у нас корова, и эти все вещи, которые олицетворяют плодородие, они как раз есть и в Индии, и в Южной Америке. Ну и, конечно, в нашей древней, очень замечательной и древней цивилизации. Так что и некоторые печатают стихи, вдохновляясь, и некоторые вспоминают свое детство в таких местах. Здесь как раз и происходит. Таблица Менделеева родилась, таблица мира весов. Даже Карл Маркс оттуда взял науку, которую описал потом, да? Сколько мужичку нужно веревочки, сколько бабе нужно всякой утвари, да, для того, чтобы посчитать крестьянское хозяйство. Так что здесь очень ценные вещи хранятся, и в то же время они изначально были сделаны для того, чтобы передаваться из поколения в поколение, то есть качество их, безусловно, потом находит свое применение в изобретениях, то есть в науке.
Лучше всего писем у нас отзывов от Жириновского было. Да? Да, он нам писал всегда: закончите свой проект. Закончите свой проект. Ну и сюда проходим в помещение, где более ценные артефакты прошлых веков со Старой Ладоги, которые любезно жители предоставили нам для того, чтобы мы могли это все увидеть. Какая алхимия здесь происходит? Дело в том, что все эти предметы, например, вот медные гвозди в нашем корабле, которые на нашей территории, их более 40 килограмм. Это современные жители, потомки Колязина. Собрали этот инвентарь, сделали дракар, оплыли на нем всю Европу и на прикол поставили вся строй. Так что вот такие подвиги делают наши последователи, да? Наше поколение, которое хотело бы продвинуть, то есть сделать подвиг своему роду и племени. Так что мы очень гордимся, что у нас такие артефакты существуют. И эти пути и дороги мы отражаем в наших картинах. Это дорога жизни. Волхов у нас, как вы знаете, является такой священной рекой, так же, как Ганг в Индии. И здесь проходила дорога жизни, вот последние что события были. Из Варяг в Греки, Ганзейский путь, Шелковый путь. Ну, в общем-то, по рекам и озерам и осуществлялась жизнь в России. Так что все названия городов, Тащин, Волочок и так далее, они происходят как раз из корней того, чем там занимались. А вот, пожалуйста, 17 век, ядро времен Делагарди, между гладкоствольным и нарезным оружием период. Принес вот через дорогу сосед, ОМОНовец Денис, который вспомнил, что дед когда-то приварил эти шарики на забор для украшения. А на самом деле отлито во Франции настоящий ценный артефакт оружейного дела. Например, вы видели иногда горшки, да, на заборе? Переворачивают и говорят пустотой вниз. То есть заговаривают пространство, стараются его сделать более, так сказать, индивидуальным. А когда черепок разбивается, вот жители Вологды рассказывают, и их не выбрасывают, потому что на них греются жабы. Вот такие традиции. И вот есть такие истории, как, например, орудия, которыми женщины могли делать щепу или работать в поле. Ну, а одев это на палку, они превращались сразу в амазонку, либо воительницу, которая могла дать отпор, да, любому врагу, не подходя к ней на пушечный выстрел, как говорится. Вот так раньше называли юношу – гвоздем. Многие даже не предполагают, но смысл-то понятен, чтобы сшивать дела вместе, чтобы держать слово, как один мальчик мне сказал, быть остроумным. Фактически это гвоздь XII века, но он называется еще римским гвоздем. Так что предметы быта, они отражают это все, тем более промыслов. Здесь у нас надписи на руническом языке, для того, чтобы люди привыкали и могли открыть свои способности, читать на древние тексты. Те, которые в Ведах, как раз и написаны на этом древнем шрифте, этим древним шрифтом. А это, пожалуйста, лозунг полка президентского, там, где мы делаем выставки: доблесть, честь, долг. Туда мы возим оружие, артефакты, показываем лучшим солдатам и охранникам Отечества в Кремле. Ну, чему несказанно рады, что это все находит поддержку. У них есть свой отдел, который тоже занимается раскопками. Мы дружим, переписываемся. А вот эту книгу мы вручили Владимиру Владимировичу Путину на 70 лет. Здесь как раз и сказано вот о Картарии, о древней письменности, об артефактах, о особенностях ландшафта, о героях, о знаках, как они происходили. Это место есть на нашей древней карте, которую мы изображаем в Старой Ладоге. Места силы, места, где можно прозреть, если это удастся, там, где можно попить воды, увидеть сопки древние. Так что здесь мы все делаем такие картины, не только крепостей и письменности, но и делаем картины месторасположения таких замечательных вещей, как наши древние сопки,
новая крепость, старая крепость Любша, холм Марены. Показываем, где на Абрамовщине совершала молитвы Евпроксия. Она ходила с волками и в сопровождении ее стаи волков. На что настоятельница выносила ей какие-то претензии, но вот так как она просветленный человек, нашла крест, который улетел во время бури с женского монастыря. А мы вспоминаем, как нам бабушка говорила: плохой сон приснился, скажи плохой сон на сухой лес. И тебя покинул плохой сон, то есть он не осуществится. Так что переживания можно покинуть. Вот такие поговорки существуют в наших русских традициях, и ими можно пользоваться, ничего здесь нет такого плохого. Ну, потому и говорят заговор, то есть от слова «заговорить». То есть ситуацию нужно выговориться иногда человеку, но надо заговорить ее. К нам, кстати, приходил человек с северных морей, где эти спирали еще до нашей эры. Он сам ходил. Ну, и здесь много приходит нас таких народностей, как якуты, коряки. И они твои мантры здесь читают и поют. И это здорово и интересно. Сочетание всех культур. И я иногда здесь пример привожу. Вот здесь есть наш символ Старой Ладоги сокол. Вот здесь иногда он поднимается в небе и также по спирали поднимается вверх. И оттуда совершает уже, да, свой целевой полет. Таким он и изображен. В виде знака на символе Старой Ладоги. Надо так пройти именно, чтобы зайти и начать через славянские ворота думать только о хорошем, дойти до Световита, попросить Световита о вашем желании, а уходя, избавиться от своих плохих переживаний, то есть от тех вещей, которые вам мешают в бизнесе, в семье. Например, и некоторые люди, нельзя их остановиться говорить. А и некоторым, наоборот, надо не молчать. Так что вот эти пороки, можно сказать, скелеты в шкафу, от них можно избавиться. Пожалуйста, вот проходите через славянские ворота, начинаете идти и по спирали до центра. Наши условия для проживания многих национальностей в нашей стране позволяют нам изучать целый пласт мировой культуры в виде традиций, которые прекрасно вкладываются в человека, и человек становится как бы просветленным. Потому эта красота, которая изнутри, в человеке должно быть все прекрасно, когда-то сказано, она проявляется и на лице. Соответственно, внутренняя часть человека, она не менее важна, чем весь этот макияж, который в процессе жизни человек себе пытается создать. Все древние цивилизации чтут те стихии, которые у нас изображены на Изборской крепости. Мы сюда подводим людей и говорим, что есть такие знаки на Изборской крепости, двухметровые, проложенные сквозь стену, которые нам напоминают, что есть огонь, вода, земля, ну и, соответственно, эфир. Зная свою стихию, вы можете приобретать тотемы, либо поддерживаться ими. Например, если у вас знак птицы, то, естественно, и те качества природы, которые вам даются, зрение, то есть вы можете использовать в своей жизни. А если у вас знак медведицы, то это другие качества. И вот это важно. И древние это знали, потому вот, например, берестяная обувь, либо вот грузел берестяной, либо водопровод с чернавина из бересты. Все это делалось из тех материалов, которые в определенной среде водной, да, никак себя плохо не проявляют, только приносят пользу. Так и человек. Если ты знаешь свою среду и правильно расположенные в тебе знаки, ты можешь реализоваться, ну, по крайней мере, в процентном отношении это будет более качественная реализация твоя за небольшую жизнь человека, но обстоятельная такая и мудрая. В наших традициях используется там черная соль, пересадка пчел, всевозможные эти знания, полезные для культуры, для быта, они передаются из семьи в семью и приносят только пользу. Потому и молодильное яблочко, и сказка о царе Салтане, и о Золушке. Здесь рассказывают сами жители, что мама или бабушка, да, называли эти коклюшки певучими, то есть они поют.
есть, представляете себе, та пряха, которая здесь делала ткани, она могла и слушать музыку этих коклюшек, еще и петь. Теперь, значит, вы можете посмотреть орнамент и услышать песню той мастерицы, да, когда-то которая сделала этот орнамент. А вот, пожалуйста, подтверждение тому, что финское полотенце, эти же знаки используются в Финляндии. То есть бывшая наша окраина, которая стала сейчас вражеской, но вот, тем не менее, знаки, силу они берут оттуда же, от природы, от истории. А такие вещи, как, например, вот утилитарные для поездки на лошади, а так это становится орудием. То есть от дикого, лютого зверя. Иногда я произношу такое слово «сказка, ложь, давление», в ней намек добрым молодцам. И вот вижу, кто реагирует, значит, то поколение, которое усвоило эти поговорки и часть нашей культуры, которая у человека вот такой стихотворной форме идет с ним по жизни. Нас подтянули духи. Сюда нас привели духи. Так как мы начинали свою деятельность и пытались начать ее на фоне Старой Ладоги в амбаре, там у нас не состоялась работа, не было договоренности с администрацией. И нам помогли, мы приобрели этот двор, который принадлежал другому лицу. И мы решили, увидев этот древний дом, и пристройки, и само убранство этого дома, решили создать такую среду, которая может поглощать в себя и рассказывать сама о себе. И наша задача, в общем-то, такая, чтобы человек сам завелся, он сам мог себя лечить, сам себя мог узнать и сам мог себя вести по жизни счастливо. Мы Старую Ладогу выбрали, потому что это наша первая столица нашей российской государственности. В 2010 году мы получили грант за крепости от Рюрика до Петра. Примаков очень хорошо относился к нашей школе. Матвиенко у нас была на канале Грибоедова. Валентина Ивановна. Для нас это лучшее место, с которого начиналась наша история, наше строительство нашей государственности, за которую мы сейчас боремся для того, чтобы ее не нарушили. А для того, чтобы не нарушили, мы должны быть стать крепче, сильнее. И только мудростью и знанием нашей древней истории мы можем усилить свои душевные качества. Ну и, соответственно, быть более счастливыми.